Казахстан только что полностью обнулил налог для крипты, если заводить через официальные регулируемые платформы. Плюс страна разрешает бизнесу платить зарубежным партнерам напрямую без банковской волокиты. И вдобавок разрешает строить майнинг мощности больше, чем у ClearSpark, крупнейшего майнинг-гиганта в мире, причем почти бесплатно, на газе, который раньше просто сжигали. Звучит как идеальный криптохаб, но у указа есть слабое место, которое почти никто не разбирает. Досмотришь до конца и поймешь, почему на практике все может быть скромнее, чем в цифрах указа. Меня зовут Юрий Овчаров, ты на канале Путь к богатству, и мы начинаем. Разберем указ, который президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписал 7 июля 2026 года. По порядку. Налоги, стейблкоины, майнинг и что может пойти не так. У Казахстана с криптой уже был один заход. В 2021 году страна была вторым майнером в мире и добывала 18% биткоинов от общемировой добычи. Потом энергосистема легла, начались веерные отключения, майнеров придушили регуляторкой и все свернули. Сейчас вторая попытка, но уже по другой схеме, и сегодня об этом поговорим. Начнем с денег. Нулевой налог на крипту. Сейчас в Казахстане доход от криптовалют – это просто прочий доход по налоговой отчетности. Человек сам считает налог и подает декларацию до 15 сентября каждый год. 1 января 2026 года действует такая шкала. Если твой доход меньше, чем 36,7 миллионов тенге, платишь 10%. Если больше – 15%. Я надеюсь, казахи заценили то, что я сказал тенге, а не тенге, как говорят некоторые. Все, кто приезжает в Казахстан, почему-то говорят тенге, а он тенге. Указ обнуляет налог, но с условием. Нужно перевести активы из зарубежных бирж на регулируемую площадку Казахстана. Есть специальная юрисдикция – Международный финансовый центр Астана. МЦФА – это отдельная зона со своими правилами. Что-то вроде свободной экономической зоны, только в мире финансов. Заводишь крипту туда, и налог обнуляется. Логика государства простая. Им нужна легализация капитала. Ты выводишь все, что у тебя есть из серой зоны, в их юрисдикцию под контроль. Показываешь и взамен получаешь 0 налога. Это обычная сделка, прозрачность в обмен на льготу, и такое имеет позитивную общемировую практику. Важный момент. Налог говорит про физлиц, использующих казахстанскую инфраструктуру, то есть простых людей. Но кто именно сможет пользоваться налоговыми льготами, пока не прописано. Ждем подзаконных актов и правил для площадок МФЦА, но поскольку до этого криптовалюта облагалась налогом по правилу ИПН, а он действует для налоговых резидентов Казахстана, то пока что в рамках законодательной логики логично предположить, что это правило также будет действовать для налоговых резидентов Казахстана. То есть, вероятно, нерезиденты льготой воспользоваться не смогут. Кто такие резиденты и нерезиденты Казахстана, я рассказал в статье по этой теме. Я выложил ее в моем телеграм-канале, переходи по ссылке в описании и читай вот в этом посте. Там в текстовом формате и со ссылками на источники разобрано все то, о чем мы говорим в этом видео. И в целом подписывайся на телегу. В телеге могу публиковать инфу быстрее, чем на YouTube. А для новых подписчиков под закрепленным сообщением найдешь бонусы. Забирай их бесплатно. В телеге рассказываю про крипту, финансы и аналитику. YouTube может больше никогда не показать тебе мои видео, поэтому подписывайся, чтобы не потерять. И на YouTube, и на телегу. Так мы точно будем на связи, и ты не пропустишь апдейты, которые помогут тебе иметь преимущество в рынке. Ну а мы продолжаем. Второй пункт не про частных инвесторов, а про бизнес. Казахстанские компании, как и весь регион, страдают от задержек в международных платежах. Банковские цепочки перегруженные, медленные, особенно когда платишь за границу. Указ поручает Нацбанку и Минцифры выстроить вместе с МФЦА легальные каналы, чтобы бизнес мог платить партнерам напрямую через стейблкоины. Просто потому, что это быстрее и дешевле, чем гонять деньги через большую цепочку банков-корреспондентов. Это должно снизить издержки на международную торговлю. Короткое отступление, почему вообще реформа проводится сейчас, а не 5 лет назад. В начале 26-го доходность майнера рухнула из-за падения курса биткоина. Грубо говоря, майнеры зарабатывают в разы меньше, чем зарабатывали год назад на ту же мощность оборудования. Издержки же выросли. К концу 2025 года средняя себестоимость добычи одного биткоина подобралась к 80 тысячам долларов. Что делают в такой ситуации майнеры США?
Правильно, сдают оборудование под вычислительные мощности искусственного интеллекта, вместо того, чтобы заниматься майнингом биткоина, так как доходность там лучше. Core Scientific продлила контракт с CoreWave на 10,2 миллиарда долларов США. TerraWulf строит площадку на контрактах 12,8 миллиардов долларов. Hut 8 подписала контракт на 245 мегаватт мощности с FluidStack на 7 миллиардов долларов. По рынку в целом средние сделки майнеров с облачными компаниями перевалили за 70 миллиардов долларов. То есть майнинговая ниша реально освобождается не потому, что майнинг умер, а потому, что тем, кто уже в игре, выгоднее сдавать железо под ИИ. И именно в эту освободившуюся нишу метит Казахстан. Ну и самый главный блок – газовый майнинг. Указ прямо разрешает нефтяным и газовым компаниям прямо на месторождениях строить небольшие электростанции по переработке попутного газа в электроэнергию и подключать к ним майнинговые фермы. Попутный газ – это тот газ, который возникает при добыче, и он раньше был не нужен государству, поэтому его просто сжигали. Смотри на масштаб. Казахстан добывает больше 68 миллионов кубометров газа в год. Из них попутного газа около 40,6 миллиардов кубометров. Почти половина попутного газа закачивается в скважину обратно для того, чтобы поддерживать давление и не терять нефть. Но остается газ на мелких и удаленных месторождениях, куда просто невыгодно тянуть трубу от завода. Вот его раньше и сжигали просто так без дела. Используя общедоступные источники и искусственный интеллект, я оценил 3 сценария, сколько газа реально можно конвертировать в электроэнергию. Именно попутного газа, чтобы пустить его на генераторы. Консервативный сценарий 0,3 миллиарда кубометров в год. То, что сейчас реально сжигается. Если пустить его весь на генераторы, то получится 142 мегаватта постоянной мощности. Оптимистичный сценарий. 1 миллиард кубометров. Получим 474 мегаватта. И максимальный 2 миллиарда кубометров. Получим 948 мегаватт. CleanSpark, крупнейший публичный майнер в мире, на сегодня использует 808 мегаватт, при этом добывает 50 экзахэш в секунду. Экзахэш — это единица мощности майнингового оборудования. Чем больше экзахэшей, тем больше при прочих равных компания добывает биткоинов. Так вот, оптимистичный сценарий для Казахстана — это 474 мегаватта. Это почти 60% от того, что реально использует CleanSpark. А максимальный 948 мегаватт превосходит почти любого публичного майнера на планете. Если на эту мощность поставить самое современное майнинговое оборудование, то получим почти 11% от общей мировой добычи биткоина. И это теоретически из одного только газа, который раньше просто горел без дела. Даже по среднему оптимистичному сценарию мы получим почти 5,5% глобальной мировой добычи. А теперь то, что обещал в начале. Риски. 3 причины, почему до 11% еще далеко. Больше половины разведанных запасов газа в стране, особенно в Атыраусской и Мангитаусской областях, содержит серу. Такой газ, если его сжигать без предварительной очистки, разъедает двигатель станции за считанные месяцы. Очистка серы – это отдельное дорогостоящее оборудование и капитальные затраты. Это не опция, от которой можно отказаться. И на это потребуется вложение. Вторая причина – деньги. Построить станцию с этой самой очисткой на 1 мегаватт будет стоить от 0,8 до 1,2 миллиона долларов. Умеренный оптимистичный сценарий на 474 мегаватта – это примерно 400-500 миллионов долларов. И это только на электростанцию прямых вложений до того, как заработает первый майнер. Налоговые льготы снизят расходы на обслуживание потом, но входной билет все равно стоит дорого. Ну и третья причина – сам газ кому-то уже нужен. Почти половина всей добычи и так уходит на закачку обратно под пласт для поддержания давления. Его майнеру не отдадут. Свободный газ есть, но на мелких и разбросанных по стране точках. А значит, майнинг будет размазан по десяткам небольших проектов по всей стране. Если бы он был собран в одном гигантском кластере, его легче было бы построить и просчитать. А так, оценка рентабельности инвестиций становится затруднительной. Так что 948 мегаватт – это потолок, к которому идти годы. И точно не то, что появится к следующему халвингу. Собираем все вместе. Указ – это инфраструктура, а не хайп. Нулевой налог – это плюс для тех, кто уже инвестирует и легализует капиталы. Стейблкоины – это плюс для бизнеса для того, чтобы платить за границу без банков и с небольшими комиссиями. И быстро. А газовый майнинг – это возможность вернуться в мировую майнинговую экосистему, в топы, при этом не нагружая основную энергосеть. Момент выбран точно. Основные майнеры США сами уходят в сторону ИИ, освобождая место.
Но между указом на бумаге и 11% общей вычислительной мощности майнеров в мире, сотни миллионов долларов вложений, дорогая логистика по десяткам разбросанных по стране месторождений и дорогая очистка газа. Реалистичный горизонт здесь годы, а не месяцы. Но все будет зависеть от того, дадут ли розничным инвесторам низкий порог входа на инвестиции в майнинговые компании. Будут ли публичные IPO или листинги этих компаний на бирже, будет ли возможность купить потом эти акции и самое главное, какова оценка будет у этих бизнесов. Сейчас общий тренд на рынке криптовалют падающий, интерес к теме небольшой, и если это совпадет с листингами и оценка компаний выйдет ниже справедливой стоимости или хотя бы на уровне справедливой стоимости, это может быть интересный момент для инвесторов, потому что на восстановлении биткоинов у майнинговых компаний может пойти переоценка. И мы такое уже видели в цикле 22-25 года, когда акции американских, да и других майнеров показывали рост быстрее, чем рос сам биткоин. По сути, майнинговые компании — это компании с мультипликатором, то есть множителем. Когда растет биткоин, рынок оценивает их дороже, и они растут быстрее. Когда биткоин падает, майнеры также падают сильнее. И вот под этот самый рост действительно можно неплохо заработать. Но если порог входа в эти инвестиции будет высокий и недоступный частным инвесторам, то про это можно забыть. И не стоит забывать о том, что сама оценка может получиться более высокой на листинге или на бирже, выше справедливой стоимости по мультипликаторам. И тогда инвестировать в такую компанию — это риск, потому что на любом негативе акции будут падать сильнее. Как думаешь, Казахстан успеет набрать эти мощности к пику следующего цикла? Или же упрется в тот же дефицит, что и в 2021? Что думаешь по этому поводу, пиши в комментарии. Не забудь поставить лайк этому видео и показать своим друзьям. А также подписывайся на канал, чтобы не теряться. Ну а на этом у меня все. Увидимся в следующих видео. И, конечно же, всем профита!